Всем привет! Вот это самое сложное. Всем привет! Сегодня мы с вами приехали на прекрасное Шлиерзей немножко прогуляться и побеседовать с Ксенией, моей коллегой из Академии музыки в Мюнхене. Ну это все мы порежем. Нормально пойдем. Да это все порежется. Ксюша, скажи, есть ли разница учиться в России, в Петербурге или учиться в Германии, в Мюнхене? Разница, конечно, есть. По понедельнику у нас профессор организует, он называется это Internes Vorspiel. Мы собираемся и 2 часа играем друг перед другом какие-то произведения, которые мы выучили за прошедшую неделю. Или если у кого-то концерты, то он как бы обыгрывает свою программу перед выступлением. Вот. Ну, кстати, я учусь композиции, если кто-то еще не знает. У композиторов тоже есть инструмент, который они должны изучать параллельно. У меня это фортепиано сейчас, и у нас, кстати, тоже есть такая тема. Это у нас называется Werkstatt, и мы собираемся по воскресеньям. И играем друг перед другом нашу программу. Это каждую неделю? Да, но это по желанию. Но в основном очень много кто хочет друг перед другом сыграть. А здесь общее фортепиано, и ты должен выходить на сцену. И причем даже до короны можно было на классном вечере, не можно было, а нужно было сыграть свою программу при публике. Ну, кстати, из минусов мне сейчас пришло в голову, что камерная музыка в Мюнхене, с моей точки зрения, слабее, чем в Петербурге. Потому что у нас просто были каждую неделю, получается, уроки камерного ансамбля. В Питере? Да. По 1,5 часа. А здесь у тебя за весь семестр всего 4 урока. Для занятий. Во-первых, у нас есть возможность бронировать классы на 3 часа каждый день через интернет. Во-вторых, вырежешь. Так, это мы вырежем. Есть возможность заниматься до часу ночи. Я не знаю, до скольки можно... Это большой плюс. Это большой плюс, да. Я не знаю, в Питере до скольки можно заниматься. Но здесь, получается, с 6 утра до часу ночи. И это для тех, кто работает, на какой-то работе может быть дополнительный. Это возможность, в принципе, единственная, может быть, заниматься. Вот. Что, хотя Мюнхен город очень дорогой по сравнению с Петербургом, но, извините, вы так смешно идете. Это вам не шутки, это съемки. Осторожно, там человек с коляской. Что я скажу? Да, Мюнхен город, конечно, дорогой по сравнению с Петербургом, но в нашей консерватории есть возможность и для получения различных стипендий, и государственных, и чисто от консерватории, и каких-то баварских стипендий. Ну, то есть нужно просто податься, нужно про них прочитать, нужно собрать документы, но возможность такая есть. Для того, чтобы такую стипендию найти, достаточно просто зайти на сайт консерватории, там есть обязательно какой-нибудь отдел со стипендиями, и там будет вся информация. Наверняка у вас есть какой-то человек в консерватории, который отвечает за выдачу стипендий, к которому можно прийти, попросить какую-то консультацию, он все расскажет. Здесь все люди ужасно милые, очень милые. Вот. Есть еще частные стипендии. Их уже нужно искать в интернете, то есть просто попробовать вбить в поиске. Да, но мне кажется, тут важно добавить, что для таких стипендий, для очень многих стипендий важно именно знание языка. Да, вот, например, моя стипендия, которую я сейчас получаю, она требовала знания языка на уровень C1, и именно сдачу сертификата на уровне C1. Но есть и стипендии частные для музыкантов. Например, если я не ошибаюсь, есть такая Yamaha Stiftung. Кажется, они выплачивают 2000 евро. Там такая разовая стипендия. Вот. Это, конечно, не очень большие деньги для Мюнхена, но все равно приятные. Вот. Есть всякие политические стипендии. Например, по-моему, стипендия партии зеленых. Если вы активно участвуете в движении за Ой, собаки, пришел. Привет. Вот. Если вы активно участвуете в движении за экологию или в каких-то проектах, связанных с экологией, то можно попробовать собрать какие-то документы, подтверждающие вашу активность, и попробовать тоже податься на эту стипендию. Да, ну кроме стипендий еще у музыкантов есть возможность все-таки преподавать.
Да, есть возможность преподавать. Частные ученики, частные музыкальные школы. В государственные музыкальные школы не попасть, если у тебя еще нету образования педагогического. Но частные музыкальные школы берут легко. Не могу сказать, что там какие-то потрясающие условия. Они обычно, так скажем, пытаются заработать на том, что ты еще не до конца профессионал, или на том, что у тебя еще нет разрешения на работу. Вот. Но, тем не менее, для студента это очень хороший заработок. И плюс и опыт в специальности, которая в дальнейшем станет твоей профессией. Ну и самое главное, почему ты решила стать пианисткой? Вот мы сейчас шли 10 минут, и я думала, почему я решила стать пианисткой. Я не знаю, почему я решила стать пианисткой. Когда я была маленькая, к нам приходила наша подруга семьи, она преподаватель сольфеджио, она композитор профессиональный, она выпускала многие книжки там с детскими произведениями, пьесами для детей, с учебниками по сольфеджио, вот, и она все время приходила, а я очень любила петь, и она все время слушала, как я пою, и она говорила: у девочки способности к музыке, нужно обязательно отдать учиться в музыкальную школу, вот, и мама особенно не хотела меня отдавать в музыкальную школу, но взяла мне частного педагога. И этот частный преподаватель со мной занималась до возраста где-то 5 лет. А в 5 лет она просто взяла меня сама, отвела в музыкальную школу. То есть ты до 5 лет начала заниматься? Да. Это очень рано. Мне очень нравились эти уроки. То есть у меня попался достаточно хороший преподаватель, потому что он умел поддерживать интерес у ребенка. Она мне играла произведения, мне нравилось под них танцевать, я это просто обожала. Там петь какие-то песни. То есть она поддерживала какую-то любовь к музыке, это было. Вот, а продолжая эту историю, она меня просто отвела в музыкальную школу и поставила маму перед фактом, что вот меня зачислили в музыкальную школу имени Лиховицкой, и я буду теперь туда ходить. Вот как надо. Учителя, берем на заметку. Вот. А пианистом я решила стать, потому что я играла в музыкальной школе, мне нравилось, у меня получалось. И мне очень нравилась музыка, играть, слушать ее. Как-то вот она меняла во мне что-то внутри. И мне хотелось быть причастной к созданию этой красоты. Потому что фортепиано самый лучший инструмент в мире. Мне кажется, его звучание самое красивое. Отвал башки. В день ты занимаешься? Например, сегодня я еще не занималась. Когда я занимаюсь, обычно занимаюсь по 5 часов. Это у меня такое, как бы, принятая мера, эталонная, сколько я должна позаниматься в день. Вот. Но обычно, действительно, один день из выходных я не занимаюсь. Либо занимаюсь очень мало, типа час или 2. Но, в принципе, у меня есть такая личная цель и планка, что я должна в неделю заниматься 30 часов. Если я в понедельник позанималась 7 или 8 вместо этого, то, значит, во вторник я могу на 3 часа меньше, например. Или я на выходных могу на 3 часа меньше позаниматься. Вот. Хотя, с другой стороны, я иногда думаю, что он не очень тоже правильный, потому что иногда я чувствую, что я занимаюсь не очень продуктивно, но трачу время, знаешь, как... То есть у меня есть задумка, что я должна позаниматься 5 часов, не сделать что-то за сегодняшний день, да, то есть это намного более продуктивный подход, если говорить, что там я должна сегодня выучить эту страницу, я должна сегодня сделать то-то, я должна сегодня сделать это. А если ты просто говоришь, я должна сегодня позаниматься 5 часов, ты просто занимаешься 5 часов. Сон — это святое, сплю я столько, сколько надо, 9 часов минимум. Вот, нет, у меня не так много учеников, у меня ученики только в понедельник, вторник и среду, и я преподаю максимум 2 часа в день. Есть ли вообще смысл в наше время заниматься музыкой? Для кого? Какие перспективы? Ну вот для музыкантов? Профессионально. Вот ты как профессионал, вот ты приехала, ты сама себя обеспечиваешь, ты так это трудно. Вот какой смысл для тебя вот этим заниматься? И этим все сказано. Этим все сказано. Поезд ушел, как говорится. Я уже выбрала эту специальность. Для меня, конечно, есть, потому что мне это просто нравится. Мне это приносит удовольствие.
Для меня он есть. Я чувствую, что я совершенствуюсь. Когда у меня не получался какой-то этюд, и вдруг он получается, я чувствую, что я могу практически все в этом мире. И я вообще чувствую, что я играю все лучше и лучше. Это, конечно, приносит радость, потому что это очень благодарная работа. Ты действительно видишь там развитие. Я думаю, что есть тот труд, который намного менее благодарный, и в котором люди чаще чувствуют какую-то свою ненужность. Вот. Если говорить про какие-то профессиональные перспективы, то это всегда очень сложно. Вот, например, в прошлых месяцах я работала в балетной академии, подыгрывала балеринам. Аккомпанировала. Подыгрывала все-таки как-то. Как-то немножко высоко. Хорошо, я аккомпанировала балеринам. Просто я про свой аккомпанемент я могу его назвать только подыгрыванием. Да, вот. И это тоже некоторое такое направление, в котором можно развиваться пианисту. Другим инструментам проще, они могут сесть в оркестр, с пианистами это сложнее. Можно создавать трио, какие-то ансамбли. Можно попробовать устроиться вот как аккомпаниатором в разные места. И в оперных театрах нужны аккомпаниаторы, которые с хором занимаются, которые занимаются с солистами. Да. И в балет, вообще, в принципе, в танце не думаю, что только в балет нужны аккомпаниаторы, там какая-то хореография, может быть, это, конечно, уже будут скорее детские студии, я не уверена, что это будет приносить большое удовольствие профессиональным музыкантам. Вот. Если говорить о каких-то сольных концертах, ты всегда можешь организовать сольный концерт. Снимаешь зал, приглашаешь людей, играешь. В идеале, конечно, нужно выиграть на конкурсе, чтобы тебя позвали играть в Карнеги-холле. Вот. Но со мной пока этого не случалось, но я работаю в этом направлении. И тут я должна заплакать. Что ты любишь слушать? Вообще, в принципе, я бы сказала, что я практически ничего не слушаю, когда я дома. Мне кажется, все время очень удивляются, когда я это говорю, потому что я действительно очень редко вот так вот прихожу домой, включаю музыку фоном. Мне кажется, что настолько устает слух за те 5 часов, которые ты занимаешься, что когда ты приходишь домой, ты хочешь тишины. И на самом деле я действительно тишину люблю больше всего. То есть никакой Рианы, Eminem, все это мимо. Нет, I'm Slim Shady. I'm the real Shady. Не подумайте. Нет, я все это с удовольствием слушаю. Если, скажем, я еду в машине с друзьями, они включают музыку, никогда не против. Я, в принципе, могу все что угодно слушать. Может быть, единственное, от чего у меня действительно начинает болеть голова, это какой-нибудь такой ужасный русский рэп. Вот такой вот бессмысленный и беспощадный. Вот, наверное, его я не очень люблю. Но, возможно, я еще просто не доросла. В чем смысл? Не знаю, наверное, смысл любого искусства в том, чтобы уловить мгновение жизни, которое есть ровно сейчас, а в следующую секунду его уже не будет. Академическая музыка — это развлечение? Ох, ты задаешь такие сложные вопросы. Развлечения. Какого рода развлечения? То есть развлечение, как сходить в парк аттракционов или, не знаю, сходить на фильм. Это развлечение или нет? Любой ли фильм развлечение? Такой вопрос. Встречный. Ты попросила меня тоже тебя что-то спрашивать. Да. Может, мы что-то споем? Может, просто споем? Точно. Да. Золотым я хожу, я не знаю, куда бьюн положить, я не знаю, куда бьюн положить. Положу я бьюн. Я не туда. Да, еще раз. Не, я плохо пою. Это сейчас снималось все. Вот что бы ты сказала тем, кто еще стоит на распутье? Это, сейчас, кажется, у Артобалевской все время говорила, если ко мне приводят ребенка, и меня родители спрашивают, нужно ли отдавать его в музыку или нет, я всегда говорю, что отдавать музыку нужно, неважно, есть у него таланты или способности, или нету ничего этого, потому что в любом случае музыка расширяет твои горизонты, она развивает очень много чего, и связей в мозгу, я думаю, создает неимоверное количество. Может, там Черниговскую лекцию послушайте по поводу этого. Кроме того, любой инструмент, я думаю, развивает координацию, моторику,
Насколько я знаю, мелкая моторика, она развивает и мозг, то есть в обратном направлении это все работает. Ну и кроме того, просто какой-то культурный уровень человека закладывает, умение играть на каком-то инструменте, и просто, скажем, человек, который отучился в музыкальной школе, точно будет знать, что такое 9-я симфония Бетховена, например. Я думаю, что нужно становиться профессиональным музыкантом, только если у тебя нет других вариантов. Но я имею в виду в хорошем смысле. Если ты чувствуешь это как свое признание, и ты понимаешь, что это твое, тогда нужно идти. А ни в каком другом случае думаю, что не надо. Потому что, ну это так в любой, наверное, специальности. Не надо идти, если тебе это нравится, если ты чувствуешь, что ты готов этому всю свою жизнь посвятить. Согласна. Сейчас прорекламирую канал Ксюши. У нее тоже есть канал. Да. У тебя есть канал? На Ютубе. Да ладно. С видео. Ты что, не подписана? Я даже Ты не знала что? его включать. Надо подписаться обязательно. Ксюш, ты чё? А я тебя напомню, Сережа, Давай. Вот, Так и сообщить надо об этом Инстаграме. Я сообщала в Инстаграме на своей стальной странице. Мне кажется, у Алисы мерзнет рука. у Ксюши тоже есть канал. Вы сможете услышать произведение в исполнении Ксении. Ссылки я оставлю в описании под видео. Желаю вам хорошего времени, вдохновения и прекрасных мыслей. И тоже желаю всего хорошего. У меня не такой интересный канал, как у Алисы. Любите музыку. Стоп! Еще хочу сказать. Хочу передать привет бабушке. Если вы можете бежать к цели, то бегите к ней. Не можете бежать, идите к ней. Не можете идти, лягте и лежите в направлении цели. Все, вырубай.